конечно же, очень сильно стимулируем людей учиться. Кстати, так уж получилось, что почему-то классные специалисты и во всем и в мире, и в нашей компании почему-то не учатся сами, их не надо стимулировать. А слабые люди, почему-то у них нет времени на обучение, ну, почему-то так вот есть. Но чтобы было проще более слабым людей ориентироваться на лидеров, я немножко попытался описать здесь ценности и почему они такие. Во-первых, мы разрешаем до 10% своей зарплаты тратить на обучение. Очень мало людей, кто этим пользуется, но если это хоть как-то связано с работой, мы стимулируем иногда людей. Сам посылаю на курсы и очень рад, когда люди просят какие-то курсы, которые так или иначе связаны с работой. Это языки программирования, просто какие-то курсы по всякому там публичному выступлению, продажам или чего хочешь. Мы очень это стимулируем и поддерживаем. Мы постоянно тренируемся сами на новых методах, потому что ты настолько молодой, насколько можешь тестировать новые вещи. Кстати, одно из определений здоровья – это как раз-то способность организма к изменениям. Как только организм не может изменяться, он сразу же стареет. То есть, чем быстрее я способен меняться, тем я моложе. Почитайте в Википедии эту штуку. Учиться можно точно так же, просто это очень просто и натурально. Когда вы общаетесь с клиентом, вы натурально учитесь. Вы понимаете, и как бы учитесь не только то, что хочет клиент, вы вообще учитесь, как делать вашу работу лучше. Неважно, кем бы вы были, неважно, какая ваша должность, но общаясь с клиентом, вы всегда научитесь делать лучше свою работу. Точно так же у нас в компании принято, и я очень об этом стараюсь, и у меня это очень хорошо развито, и очень хочу, чтобы вы были точно такие же все, или стремились к этому. Это всегда... И, кстати, сильные люди почему-то делают это натурально, просто даже не задумываясь, они просто вот так вот они родились, я не знаю почему. Я имею в виду, сильные люди — это очень хороший, сильный девелопер, очень хороший, сильный дизайнер. Все, вот каждый человек, каждый хороший, сильный администратор. Они всегда как-то чувствуют проблему и об этом стараются сказать заранее. Я чувствую, что здесь будет проблема. Они даже если боятся какого-то своего начальника, они скажут это тихо, но они это скажут, и они не дотянут. А такие подлые люди, они так скажут: это была проблема, но я не скажу, вот такие вылетают. Не то чтобы прямо их стараемся выкидывать, они как-то сами не переживаются, и команда их со временем выкидывает. То есть всегда очень поддерживаем тех людей, которые прям стараются предупредить о проблемах. И очень стараемся построить систему периодичных обучений, потому что это правильно. Люди не должны... если рынок умнеет, а мы нет, значит мы тупеем. Вот. Почему такая ценность? Именно поэтому. Спасибо за время ваше.